гаданий на канале Явь Таро. Я Соня, приветствую вас. Тема нашего сегодняшнего гадания: что скрывает моя душа. Признаюсь честно, я очень долго настраивалась на этот расклад, потому что тема на самом деле очень сложная. Разбираться с тонкими телами, тем более, что там скрывается, это всегда сложно. Кроме того, мы не всегда принимаем правду о себе, мы не всегда копаем настолько глубоко, и не удивлюсь, если многие из вас после этого расклада будут сначала думать, что да нет, это не обо мне, а потом со временем, через день, через два, их начнут все-таки посещать мысли, проработаны ли эти проблемы, может они действительно есть. Поэтому давайте начинать. Задайте мысленно вопрос: что скрывает моя душа? Закройте глаза, погрузитесь в себя, погружайтесь. Представьте, как вокруг вашего тела появляется еще одна оболочка, за ней еще одна, и каждое последующее тело становится все тоньше и тоньше. Прислушайтесь к вашей интуиции. Открывайте глаза и можете выбирать вариант. Так, надеюсь, вы определились. Перед тем, как мы начнем наше гадание, я попрошу вас поставить лайк, если вам эта тема откликнулась, чтобы я видела в будущем, какие расклады вы хотите видеть, что вам интересно. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать еще больше интересных видео. Итак, поехали. Единички. Будем сначала разбираться с вами. Что же здесь? В чем смысл жизни? В чем смысл жизни в понимании вашей души? Вы знаете, здесь на самом деле присутствует врожденная мудрость. Здесь действительно человек, который очень многое знает и понимает. И смысл жизни — это, конечно же, освобождение. Это жить по своим правилам, по своим рамкам. Спустить оковы, освободиться от всего того, что социум вам навязал. Воспитание, школа, чувство вины, которое вас гложет. Кстати, могут быть очень-очень сильные головные боли, тревога из-за переживаний, подавленное состояние. То есть вот от этого всего вам надо избавляться. Обнулять свой опыт. Возможно, вам сейчас кажется, что вы словно, знаете, над пропастью идете. Но на самом деле этот шаг нужно совершить. Этот опыт нужно обнулить. Очень много проблем, которые вас тревожат. Очень много. Чувство вины навязанное. Вот мне интересно, вот ваша задача вашей души — избавиться от этих всех внешних оков, чувства вины, от этого подавленности, все, что вас сдерживает, и обнулиться. Я все-таки хочу здесь понять, почему здесь чувство вины, с чем оно связано. Тут у одних может проиграться как чувство вины, навязанное матерью, то есть мамой за что-то, за то, что я не такой, за то, что я не исполнил все ее желания, за то, что она видела меня немножечко другим человеком. Второй вариант — это то, что чувство вины за своего ребенка, за своего собственного ребенка. То есть словно
не так воспитывали, где-то не додали, где-то надо было больше любить, больше обнимать. Либо наоборот, дети, которые не суждено было явиться на свет, и вы из-за этого испытываете чувство вины. То есть здесь вот эта история. И опять же у нас дублируется дурак-дурак. То есть смысл жизни в понимании вашей души — это сейчас обнулить весь ваш негативный опыт, все эти ментальные установки неправильные, их все надо проработать, их все надо убрать. Убрать и больше никогда не связываться с ними. Если здесь чувство вины, навязанное вашей матерью, оно будет сидеть очень и очень глубоко. То есть вам надо будет работать с внутренним ребенком, отпускать эту ситуацию. Вам надо будет прощать свою маму за это все. Но в первую очередь надо будет осознать, кем оно туда посажено, это чувство вины, кто это зерно туда положил. И еще очень важно разобраться, как это зерно влияет на вашу теперешнюю жизнь, конечно же. Так, хорошо, давайте посмотрим ваши иллюзии о себе и о своем стиле жизни. В чем вы заблуждаетесь? Вам кажется, что вы несете какую-то непосильную ношу, и что вы обязаны ее нести обязательно, потому что это ваша задача, вас для этого родили, воспитали. Вот знаете, как горбатиться постоянно, тянуть на себе всю семью, и мужа, и ребенка, и маму с отцом. Вот. Это иллюзия. Это на самом деле иллюзия. Вы знаете, у меня такое впечатление, что вот в этом путешествии, в этой жизни вы вообще не готовы как-либо избавляться от всего того, что вас тяготит. Это могут быть не только родственники, не только работа, не только когда мы слишком много на себя берем, но это могут быть определенные тревоги, страхи, которые мы носим за плечами. И то, что вам сейчас важно сделать, это все-таки избавиться от этих иллюзий, отправиться в путешествие без чемодана, без ручек. Вот. Избавиться от чемодана без ручек, грубо говоря. Снять вот эти камни за душой здоровенные, обиды, всех, кого вы не простили, забудьте за них. Просто забудьте за них, отправляйтесь в путешествие, оно уже освещается вам. Вам надо просто завершить цикл, проработать это все в себе, избавиться от лишнего, избавиться от того, что мешает вам двигаться вперед. Как это сделать? Слушайте, ну тут и правда может быть путешествие какое-то. Может, вам правда надо просто расслабиться и поехать куда-то. Поехать куда-то, не знаю, на море поедьте, в горы поедьте. Надо немножечко веселее к себе относиться, к жизни, быть в моменте. Да, вот здесь такое впечатление, что вы сами себя раните, и вам уже давным-давно идет посыл, что пора это менять. То есть должен быть какой-то резкий импульс, чтобы вы могли это изменить. Вам надо в него войти. Яркая идея должна появиться. Куда мне отправиться? Отправиться, не знаю, в путешествие. Отправьтесь куда-то, поедьте на отдых. Вот лето скоро, запланируйте поездку. Запланируйте, возможно, в одиночестве, может быть, с кем-то из близких. Но не так, чтобы вам там в этой поездке пришлось за кем-то ухаживать. Нет. Надо, чтобы в этой поездке ухаживали за вами. Поэтому, опять же, ваши иллюзии в том, что вы всем должны. Всем должны, всех должны нести, но это не так. Это не так. Это ой, как не так. Так, хорошо. Давайте мы посмотрим теперь правду о вас. Знаете, здесь такое впечатление, что вы так живете, как сейчас, только потому, что вы сравниваете с теми установками, которые были даны вам еще в детстве, то есть которые еще от рода
пришли. Например, если мужчина не заботился дома никогда, и там на женщине всегда была мойка посуды, уборка, стирка и так далее, то сейчас мужчина рядом с вами тоже как бы не будет этим заниматься. Вы сами ему не дадите. И по факту, да, здесь в этой колоде, конечно же, новое видение, но о другом, но это все равно повешенный. Здесь очень много установок пришло именно от рода. Очень много. Очень много каких-то родовых программ. Они словно сплелись с вами. Они, правда, словно сплелись с вами. И это противостояние огня и воды. Очень мощной энергии и пассивности. Это вас замедляет. Это вас замедляет. Нельзя сравнивать дерево и бамбук, просто потому что они как минимум растут с разной скоростью, понимаете? Вот. Вот. Тут будет очень угнетенное состояние. Невероятно угнетенное состояние. Будет казаться, что вас затисли в какие-то рамки, и вы не можете из них выбраться. Но как бы пора. Но как бы пора. Истина о вас – это то, что вы очень хороший ребенок. Вы очень хороший ребенок для своих родителей, наверное. Вы классный сотрудник. То есть у вас всегда так, как надо. Но надо это не вам, а социуму. Обществу, в котором вы живете. А вам что надо? А вам что надо? Почему вы об этом не думаете? Какой цикл вы проходите? Вы держитесь за эти установки, и даже когда рядом появляется кто-то, кто вот вполне возможно, что рядом с вами уже есть мужчина, который пытается все эти установки убрать из вашей головы, вы все равно за них держитесь с жадностью. Потому что когда вы не делаете, как вас учили, или как вы привыкли, или как делали раньше в том социуме, в котором вы жили, вы чувствуете себя не такой, вы чувствуете себя какой-то недостойной, что ли, плохой. Как будто вы не заслужили что-то. И вот мужчина рядом с вами, может быть отец, может быть ваш возлюбленный, уже вам прямо указывает на то, что эти ментальные установки устарели. Вам надо прислушаться к нему. Вам надо к нему прислушаться. Он вас учитель. Он вас направляет, он вам помогает. Какие ошибки вы совершаете и как они отражаются на вашей душе? Резкие. Очень быстро принимаете решения. А если вы их быстро принимаете, значит вы идете по накатанной тропинке. У вас не происходит ничего обнуления. Обновление. Вы идете по старым сценариям. То есть повторяете одно и то же. И вас много. Вы постоянно к чему-то стремитесь. И вот этот вот бег по кругу, он не дает вам возможности услышать свой внутренний голос. То есть понять, чего я на самом деле хочу. Не дает, правда, услышать свою интуицию. То есть, тут, знаете, сливаются две энергии, огонь и пассивность. И пассивность, и вода. И вы настолько огненная, у вас все так быстро горит в руках, вы так к многому стремитесь, что вы забываете о том, что как бы надо успокаиваться иногда. Чтобы слышать себя. Потому что когда вы перестаете слышать себя, внутренний навигатор ломается. Вы уже бежите не туда, куда надо, а просто для того, чтобы бежать. Смотрите опять. Конкурируете с кем-то. Показываете трюки, показываете, что вы лучше. Тут на самом деле очень развитая интуиция, которую вы пытаетесь заглушить. Вам бы развивать ее, но вы ее пытаетесь заглушить. Тут и солнце, и луна, и все вместе собрано. У вас очень развитая душа, у вас очень развитая интуиция. Вы не даете ей возможности раскрыться сейчас. Конечно же, как это влияет на вашу жизнь? Влиять может по-разному. Влиять может то, что на работе у вас, например, будут не очень хорошие отношения с коллегами, потому что вы постоянно с ними соперничаете. В семье
Могут очень долго не рождаться дети. Если дети уже есть, то такое впечатление, что вам все время на них не хватает времени. То есть вы настолько погрязли в заботах, чтобы он был постиранный, наглаженный и так далее, что нет времени просто сесть с ними, поговорить, поиграть и почувствовать себя вот этим же ребенком. Подурачиться, грубо говоря. Подурачиться. Остыть. Что необходимо исправить, чтобы достичь гармонии? Ну что же, по-моему, здесь карты говорят максимально открыто. Отпустить себя – это о том, что, опять же, избавиться от оков. Дайте себе волю, хотя бы на день. Вот попробуйте, дайте себе волю. Вот не занимайтесь никакими делами. Просто вот возьмите выходной и погрузитесь в себя, идите глубоко, глубоко, глубоко и подумайте, что то, что я знаю о себе, правда, а что нет, а что навязано. В какое такое течение я попал, из которого я теперь не могу выплыть. В каком таком потоке я нахожусь? Это мой поток или он чужой? А если это мой поток, то почему он такой стремительный? Почему я себя так сильно загоняю? Дело в том, что когда мы себя загоняем, мы уже перестаем видеть все ориентиры. То есть тут уже нет ни плана, ни стратегии. Просто и конца и края этому не видно. И здесь действительно очень-очень важно отпустить себя. Тут очень нужен отпуск. Ваша душа, какой бы стойкой она вам ни казалась, каким бы оловянным солдатиком вы себя не видели, хочет в отпуск. Сделайте ей, пожалуйста, сюрприз. И себе тоже. Свозите себя на отдых. Не знаю, хоть в спа идите куда-то, побалуйтесь. Над чем ваша душа не властна? Над вашими иллюзиями, над теми, что вы никак не... Ваша душа никоим образом не может повлиять на ваш ментальный план. На то, что вы там себе придумали, на то, что вы там себе вообразили. Она, конечно, может посылать вам определенные сигналы, но с иллюзиями бороться она не может. Вы это должны сделать самостоятельно. И у вас сейчас есть на это силы. У вас есть силы с этим справиться. Вот еще вам одна подсказка. Маг и король огня. От иллюзий нужно избавляться самостоятельно, потому что иллюзии это не о четком плане действий, а вам нужен четкий план действий, вам надо творить. И кроме того, вся Вселенная вам правда будет помогать. Вот если вы услышите то, чего вы на самом деле хотите, к чему вы на самом деле стремитесь, вам помогут. У вас будут все возможности это сделать. И я сейчас говорю не обязательно о каких-то материальных вещах или там о поисках любви, а просто даже для того, чтобы понять себя. Сотворить гармонию внутри себя, сотворить свое окружение, возможно, заново себя создать, пересоздать. В чем нужно себя контролировать? В откладывании на потом. Контролировать, скорее всего, тут придется страхи, потому что мы откладываем на потом, потому что наше желание, истинное наше желание, потому что мы боимся того, что мы получим. И тут как бы два варианта. Либо у вас есть внутренняя выгода жить так, как вы жили, ну, то есть, например, в позиции жертвы и не получать то, чего вы хотите, либо вам просто страшно, ну, не знаю, страх позора, например, или страх того, что не получится, или страх того, что вы перестанете быть настолько уникальным, каким вы себя чувствовали. И из-за этого вы можете не идти в свои собственные желания, амбиции. Угу. Не становиться тем, кем должно. Не иметь той власти, которую вы могли бы получить. Какое-то осуждение идет в себя.
То есть вы на самом деле императрица, а вы себя чувствуете не в ресурсе. Словно у вас нет ничего. Ни денег, ни сил, ни энергии, ничего. И у души у вашей. Вот вам кажется, что вы настолько устали, что у вас уже больше ничего нет. И все надо отложить на потом. Нет, 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 это надо остановить. Хватит откладывать, это надо останавливать. Хватит себя осуждать. Хватит, потому что вы можете рисовать себя какой угодно замечательной, но чувствуете вы себя абсолютно по-другому. То есть не той, кем вы должны были себя чувствовать. Не той, кем вы хотели стать, когда вырастете, извините. И душа ваша, она из-за этого, конечно же, страдает. Что вас разрушает? Самообман. И здесь человека очень разрушает самообман. Вы прячетесь за определенными масками, даже перед собой. То есть рисуете себе воображаемого себя, вот я вот такой вот. А на самом деле нет. То есть здесь осознанность, она, если начинает просыпаться, то как-то очень-очень-очень медленно. Здесь осознанность только-только, знаете, вот наклевываться начинает. Ее здесь нет. Прячетесь за туманом. Натянули на себя миллион масок и забыли уже, кто есть на самом деле. И забыли уже, кто есть на самом деле. Кто я, чего я на самом деле хочу. Что вам необходимо отпустить? Тут надо отпускать вечный бег. Тут надо соединяться с семьей. Искренне, а не просто для того, чтобы их тащить. Тут надо соединяться с друзьями. Тут надо отпустить себя, в первую очередь. Девочки, отпустить тут надо себя. Позволить себе быть обычным в какой-то момент. Признаться себе, что да, в некоторых аспектах я обычный человек. Нормальный, обычный человек. Не супергерой, не сверхчеловек, не кто угодно. Не бог. Перестать продавливать пространство под себя. Подождите, оно само вам все даст. Никогда ни у кого ничего не просите. Сами предложат и сами все дадут, как сказал Воланд. Да, я сейчас покажу вам карту подколодную, для того, чтобы вы поняли, зачем вам это нужно сделать. Это одиночество. Здесь нужно побыть. Но есть одиночество, а есть знаете, уединение. Вот вам нужно побыть в уединении, разобраться в себе, чтобы в конце концов вы не очнулись когда-то совершенно одинокой. И это не имеет в виду, что вокруг вас не будет людей. Имеется в виду, что, возможно, никто из этих людей не будет вас понимать так, как вам будет нужно. Что ж, единички. Вот такой был расклад. Спасибо, что посмотрели. Если он вам понравился, если он откликнулся, поддержите меня, пожалуйста, лайком, подпиской. Пишите в комментариях темы, на которые вы хотели бы услышать ответы, вопросы, на которые вы хотели бы услышать ответы, темы раскладов. Я это все буду читать, смотреть. Мне очень интересно отвечать вашим запросам. И, конечно же, до встречи на канале Я Таро. Спасибо еще раз за то, что были со мной. Так, собираем единичек и приступаем к двоечкам. Так, ладно, я не помню, какой был второй, но достал этот, значит, достал этот камушек, значит, этот будет и второй. Если вы загадывали цифру, а не камень,
или если вы загадывали камень, а не цифру, и что-то там поменялось, то, значит, так было нужно. Так, хорошо. Девочки и мальчики, давайте посмотрим, в чем смысл жизни в понимании вашей души. Прекрасно. В миллионном количестве бесчисленных вариантов. Миллионное количество бесчисленных вариантов. Боже, такое сейчас дурню морознуло, честное слово. В общем, в миллионе возможных вариантов того, как будет развиваться событие. В ничто. Ничто это все. Ничто это все, как бы это сейчас не звучало. В темноте есть все. Темноту можно только принять и осознать. Знаете, как еще может проиграться? В том, что в вашей душе очень важно, чтобы вы слились со своей тенью. Еще как может проиграться то, что нужно перестать бегать за какими-то призрачными фантомами, за иллюзиями. Потому что... Просто потому что, опять-таки, пора послушать себя, пора поразбираться, пора немножечко остановиться и познать вот это вот ничто, заглянуть внутрь себя, в ту огромную яму, которая во мне есть, что там выглядывает. А выглядывает там бесконечное количество возможностей просто. Ничто — это ваш учитель. Тут, возможно, если меня сейчас смотрит практик, то это как раз о том, что ничто скоро ответит. Если меня смотрит и все то, что прячется в темноте, тоже может вам ответить и сотрудничать с вами. Если меня смотрит не практик, то здесь я хочу сказать, что как бы правильно выразиться. То здесь я хочу сказать, что темнота учит, она ваш учитель. То есть то, что от вас скрывается, то, что от вас скрыто, то, что вы не понимаете, это, скорее всего, то, что вы не видите все 84 тысячи путей, которые перед вами есть. Как у Шивы. И вот темнота и ничто, которое вы сейчас чувствуете рядом с собой, и к которому стремится ваша душа, так это вот как раз раскрыть эти все 84 тысячи путей. И стремиться на это все, конечно же, делать через познание себя, через творчество, через интуицию, через храбрость, постепенно все это открывать. Да, здесь, конечно же, о том, что тяжелые времена, они обязательно сменятся. Ну, то есть дождь не будет лить постоянно, он закончится. И после этого ждет успех. После этого ждет победа, над чем бы вы ни работали. Даже если вы работаете над собой, вы справитесь. То есть все страхи, весь этот внутренний огонь, который вас, возможно, где-то в каких-то моментах уже подпалил, уже горит, печет. Это все пройдет. Но это все выводит вас на успехи. Кстати, очень даже возможно, что в этой теме будут задействованы очень близкие вам люди. По духу, как минимум. О том, чтобы сиять, о том, чтобы вести других. Зажигать других. Слушайте, ну у меня тут сейчас идет еще история, не знаю, насколько она привязана к уровню души, но тут у некоторых девушек отыграется, что у них партнер может быть меньше. И не могу сказать, что это прям смысл жизни в понимании вашей души, но какая-то трансформация для других людей. Возможно, брать себе под опеку, под крыло
брать себе изначально неравного партнера для того, чтобы кого-то из него вырастить, вот эти вот ментальные структуры там построить, для того, чтобы вытащить его абсолютно на новый уровень, да, вместе с ним работать. То есть вы здесь можете проигрываться как учитель и как звезда для кого-то другого, и вашей душе это очень нравится. Это очень нравится. Но это более такой теневой аспект. То есть тащить, но не тащить кого-то просто в тяжесть, а вытягивать. То есть давать ему возможность расти. Это здорово, это здорово. Учителя, медики, вот сюда же, сюда же. Быть звездой, светить, светить для других. Ваши иллюзии о себе и о своем стиле жизни. Ну, вам кажется, что вас что-то держит, что вам не дают возможности оторваться от земли, что вам не дают возможности оторваться от земли, и все это вы можете и получить все, что вы хотите, вы можете только через преодоление. То есть постепенно, преодолевая что-то, преодолевая невзгоды. И в принципе, ничего плохого в этом вроде бы и нет, если бы вы изначально не делали этот путь тяжелее, чем он есть на самом деле. Вот. То есть по факту-то, да, через невзгоды, да, пробираться. Но зачем вы программируете себя на то, что эти невзгоды обязательно должны быть? Все открыто. Цветите, растите, развивайтесь. Зачем вам пробираться через камни? То есть, если можно не пробираться, если можно не пробираться через ту почву, которая уже давным-давно очерствела, выберите другую, Если это очерствело, вспахайте. Зачем именно вот так вот? Понимаете, тут иллюзия как раз в том, что вы приземленный, что вы за что-то держитесь, и вас что-то держит, и кроме того, есть, я вот наперекор пойду, буду бороться с собой, наперекор всему, я вот вырвусь. А зачем с собой бороться? Состояние-то при этом все равно угнетенное. Да, есть какое-то внутреннее там желание, стимул, стремление чего-то достичь, но чего-то достигать надо в благе с собой, в договоре с собой, а не просто убить себя. И не просто вот там уговорить себя на то, что мне вот сейчас это нужно зачем-то. Тут все равно есть подвешенное состояние определенное, тут все равно есть очень много страхов, тут есть цепляние за что-то. И знаете, такое колебание. Сегодня, значит, я проснулся, и весь мир у моих ног, и я всего добьюсь. А на следующий день такой: ой, все, я ничего не могу, я встать не могу, мне тяжело. Как-то вы себя мучаете, вот этими вот иллюзиями, что вас что-то держит, что через тернии к звездам, что все только через страдания дается, что без страдания ничего не приходит, все надо выстрадать, все надо прожить, ребенка, значит, надо выстрадать, отношения надо выстрадать, если там страдания нет, то это и не отношения, и не любовь вовсе, на работе надо упахаться так, чтобы, не знаю, чтобы гипертонический криз шандарахнул, потому что, почему бы и нет, зато все будут знать, насколько я храбрый, как я много работаю. Вы знаете, вот перебор такой. Вот. Здесь есть иллюзии. Здесь есть иллюзии, что вы должны постоянно вот с собой бороться. Они должны. И перегружать себя не должны. Так, хорошо. Правда о вас, истина. Смотрите, как красиво легли карты. Я прям любуюсь. Зависли, дорогие мои, зависли между двух огней. Между изобилием, между щедростью, между желанием пылать огнем, одаривать остальных, быть богатым человеком, изобильным человеком, мудрым человеком, к которому все приходят, где полный дом, и желанием просто помолчать, просто побыть наедине с собой, посветить там звездой, побыть в каких-то мысленных структурах. И на самом деле вы очень непредвзято стараетесь решить, куда, собственно говоря, вам податься. Как мне разорваться между облаками, между пассивностью и активностью? Как мне разорваться, если мне и отдыха тоже хочется какого-то?
И понять себя хочется, и переосмыслить, туда ли я иду, все ли я вижу. Тоже этого хочется, это тоже надо. И вот вы зависли между огнем и водой. Слушайте, так интересно. Ну и что, как вы там будете выбираться? Выберитесь, все, слава богу, выберитесь. Вы уже все знаете. Вы уже все знаете, куда вам надо. Так что выберитесь. 100%. Кстати, звезда дважды продублировалась. Знаете больше, чем надо. Скорее всего, профессионал своего дела на работе. Если в отношениях, то тоже можете достаточно мудро себя вести. Так что вы примете решение. Но вот это вот сейчас подвисшее состояние, вот эта двойственность, куда к логике или к чувствам, к эмоциям, значит, подождать или действовать, я не буду вам говорить, какое вам решение лучше принять, потому что оно уже внутри вас есть. Просто копните глубже и поймете. Ладно, я еще подраскрою на всякий случай. Молчание. Опять хочется уйти в одиночество. Да что это у всех сегодня уход? Побыть, посидеть, подумать, поразбираться. Сделай паузу, съешь что-то там. Окей, я здесь. Что? Угу. Слушайте, карты дублируются. Просто шикарно. Тут, значит, поразбираться в интуиции, походить на ножах, понять, где я с кем и за что конкурирую. Побыть в одиночестве, добыть каких-то знаний, еще посидеть, подумать, положиться на интуицию. Ну и на другой стороне весов это, конечно же, мчаться за благодатью, за изобилием, за компанией друзей, за накрытым столом. Очень интересно. Так, хорошо. Какие ошибки вы совершаете и как они отражаются на вашей душе? Вы достаточно пассивная. И я сейчас хочу, чтобы меня поняли, что ваша активность и то, как вы ее делаете, это иллюзорная активность. То есть я делаю для того, чтобы создать видимость, что я что-то делаю, что я как-то двигаюсь, что я очень активный, интересный, огненный человек. А на самом-то деле вы человек восприимчивый, и вы боитесь пойти туда, где на самом деле должны быть. Вы боитесь подумать, боитесь себя отпустить, мысли свои отпустить куда-то дальше, чем можно. Потому что боитесь, вы в конечном итоге просто не приходите к тем мысленным конструкциям, которым должны. Вы не видите, как там, леса за соснами, вот примерно вот так вот. Лес за соснами, кажется, да. То есть здесь, несмотря на активный образ жизни, на самом деле человек стоит на месте. То есть вы можете работать хоть 48 часов за 24 часа, уложиться. Вы можете делать больше, чем кто угодно. Вы можете работать над отношениями, встречаться, менять партнеров. Но вы будете стоять на месте, потому что вы где-то что-то о себе не поняли. А вот туда, куда надо пойти, чтобы все это понять, чтобы пелена иллюзий спала, то там больненько. Там больненько, мы туда не пойдем. А что там такое? А там надо как бы на свободу вырываться, договариваться с собой. Вспоминать какие-то неприятные конфликтные ситуации. То есть где-то я с собой не договорился, как положено, и мой второй я там сидит и негодует, или там мой ребенок, или мой родитель, мой взрослый внутри меня сидит и негодует. А надо как-то вот эти вот все процессы уладить и вырваться на свободу. А на свободу это страшно, там вроде все летают, а я только сижу и смотрю, как там они все летают. Я чувствую себя еще совсем маленьким, глупеньким. Так как они, я еще летать не могу. Это больненько думать и сравнивать себя с кем-то другим. Больненько, понимаю.
Хорошо. Хорошо. Давайте посмотрим, что нужно исправить, чтобы достичь гармонии. Девочки, ну, здесь, если будет касаться личных отношений, то очень важно показать себя таким, такой, какая вы есть на самом деле. И попроще, то есть без вот этой вот напускной псевдодуховности. И более того, немножко по низам пройтись. То есть я сейчас не говорю по низам о любви как о страсти, а по низам как о быте. То есть принять другого человека вместе с его пороками, вместе с его какими-то недостатками, понять, принять. Ну, то есть заземляясь, вы таким образом будете подниматься выше. Вот так. Вот так могу это только прочитать. Но замедлиться надо в любом случае тоже. Замедлиться надо. Не спешить выстраивать отношения. Но очень важно все равно перед этим все свои вот эти вот напускные вещи и маски проработать и сбросить. Сбросить маски, чтобы понять и найти такого же человека, как вы. Да, и вот тогда колесо фортуны у нас переворачивается. Переворачивается. Если касается работы, если касается вообще всей жизни, окружающей, тоже замедляемся. Замедляемся. Сбрасываем маски, впускаем в свою жизнь любовь. Любовь, принятие себя, отзеркаливание себя. Ищем такие же, как мы, рядышком. Вот. И таким образом все переворачивается в лучшую сторону. Выходим из такой себе нехилой на самом деле ситуация. Так. На чем ваша душа не властна? Над ленью. Лень возникает потому, что вы занимаетесь не тем, чем должны. Лень. Кроме того, вы просто еще ленивых людей терпеть не можете. Вот, если видите ленивых, вам их прям прибить хочется. Вот, а на самом деле это потому что где-то в душе вы себе, возможно, запрещаете лениться. Зачем лень? Это также не про то, что мы просто лежим и ничего не делаем. Лень — это про то, что иногда нам нужна пауза для того, чтобы там на горизонте у нас появилась нужная мысль, то есть появилась нужная возможность. Вот, это еще и об этом. А вы лениться не можете вообще, то есть абсолютно. Постоянно занимаете свои мысли кем-то и чем-то, и вот находитесь в движке, то есть голова не думает. Кроме того, есть определенное навязанное чувство вины. Хочу сейчас посмотреть, кто вам его туда навязал. Так, и кем она вам приходится. Так, ну ладно, я поняла на самом деле, что тут вина вместе со страхами, с иллюзиями и с подвешенным состоянием. Это может быть девушка, жена, возлюбленная, если меня смотрит мужчина, подруга, мама или начальница. Ну вот начальница может быть, кстати. Вот начальница может быть. Или если подруга, то такая огненная, очень яркая, за которой хочется постоянно угнаться. Так, хорошо. Давайте посмотрим, в чем вам нужно себя контролировать. Перестаньте кино крутить у себя в голове разное. Контролировать нужно свой ум. Контролировать нужно свои мысли негативные, установки негативные, которые только развиваются, страхи, которые появляются. Вот это вот какие-то, знаете, структуры, которые уже не работают, изжили себя. В этом обществе они уже неприменимы. Для вас лично они неприменимы, а вы все равно по этим стандартам живете. И думаете также, смотрите, привязанности,
все ваши привязанности, кстати, зависимости, их тоже надо отпустить. Это тоже, тут тоже головы касается на самом деле. И может существовать такая штука, что очень сильно привязались к человеку какому-то, ну вот прям существует реальная привязка к человеку, и постоянно в голове прокручиваете, ах, как бы было с ним хорошо, как бы мы с ним жили, или вы давно расстались, вы там прокручиваете у себя в голове, как вы возвращаетесь, как вы опять общаетесь, или, например, уже там даже вы с этим человеком вместе, но от него как бы ни на шаг отойти не можете. Вот голову надо вам немножечко контролировать и включить, и подумать о себе. Вот что я хочу сказать в этом случае. Ну и, конечно же, те, для кого проигрывается зависимость, то вы, пожалуйста, с алкоголем тоже завязываетесь, и это тоже касается вашей головы. Зачем вы это делаете? Вот ответьте себе на вопрос, зачем вы это делаете? Потому что что? Потому что что? Потому что это помогает вам открыть какое-то сознание, не знаю, стать там веселее, стать вроде бы как для кого-то интереснее, чувствовать себя душой компании. Ну вот зачем вы это делаете? Вы думаете, вы на это все не способны без алкоголя? Я уверена в том, что способны. Это для тех, кто подпевает так, а такие тоже есть. Так, хорошо. Что вас разрушает? Жадность. Тут все просто, это жадность. Опять же, вцепились в одного партнера и держимся за него. Нужен он нам, не нужен он нам, хорошо нам всем, плохо нам с ним. Все равно держим, как драгоценность. Вот он, не знаю, будет каким-то куском, извините, который плавает, а вы все равно будете за него держаться, как за драгоценность. Потому что из жадности, чисто из жадности. Да, выкиньте и все. Да, понимаю, что я сейчас сложно говорю, просто говорю о сложных вещах, но давайте, так как мы сегодня говорим об очень тонких материях, я не буду сегодня супер высокодуховная, буду говорить достаточно грубо. Выкиньте и все, выкинь, как уговорила мама в детстве. Вот сделайте то же самое. Держитесь за работу, где вас не ценят, держитесь за идеи, которые себя никаким образом не оправдывают. Ну вот держитесь, просто ухватились и все. И не отпустить. За что же вы там держитесь? Что вам необходимо отпустить, по мнению вашей души? Себя вам необходимо тоже отпустить. Девочки, тут отпускать надо все. Отсекать от себя все лишнее и пускаться в приключения и по дураку. То есть обнулять свой путь. Вот. Просто прыгнуть в пропасть, упасть. Разрушить все, что было не разрушено. Ну, в общем, отпустить себя, полетать, упасть. По-дурацки, возможно, себя повести в какой-то мере. Не совсем логично. И отправиться навстречу приключениям по дураку. Двоечки, вот такой вот был расклад о вашей душе. Спасибо, что посмотрели. Если расклад вам понравился, если он где-то у вас откликнулся, поддержите меня, пожалуйста, лайком, подпиской, потому что это для меня тоже очень важно. Я так вижу, что вам нравится то, что я делаю, и у меня, конечно же, гораздо больше стимулов заниматься этим дальше. Пишите в комментарии ваши темы, для того, чтобы я спланировала их себе в контент-план, что я вам буду снимать в следующий раз. Мне интересно узнать, что вас волнует, что вас тревожит. И, конечно же, до встречи на канале Явь Таро. Так, хорошо. Сейчас закрываю карты с двоечками и переходим к троечкам. Троечки, мои дорогие, троечки. Здравствуйте, мои дорогие, еще раз. И мы сегодня с вами посмотрим, что скрывает ваша душа, а точнее, в чем смысл жизни в понимании вашей души. Прекрасно. В изобилии, в том, чтобы делать то, что хочется, жить как хочется и получать то, чего я достоин. Прекрасно, я считаю, прекрасно. Смысл жизни в изобилии, чтобы всего было много. Зарабатывать много, любви много и самое настоящее. Детей много, полный дом, знаний много. Прекрасно. Дорог много, которые перед вами открываются. Шикарная цель.
шикарный смысл жизни для вашей души. Так, ваши иллюзии о себе и о своем стиле жизни. Так. А вы что ли вырваться никак не можете? У меня такое впечатление, что главная иллюзия здесь это как раз то, что так. В общем, у меня такое впечатление, что вы здесь. Так, ладно. Ваши иллюзии о себе и о своем стиле жизни, девочки, смотрим. О чем здесь? Здесь о том, что я себе не доверяю настолько, чтобы перестать откладывать и, наконец-то, запустить и заняться все то, что я там себе напланировала и передумала. То есть дела, которые я вроде как должна сделать, должна там для работы, для мамы, для папы, для мужа, для парня и так далее. А есть то, чего я хочу. И вот себе я еще до конца как бы не доверяю. Вот это вот ваши иллюзии насчет себя. То, что вы вроде как откладывали, вот начинаете прорываться куда-то, но это пока не совсем так. Прорыв еще до конца не совершен. Хоть в бездну вы уже и прыгнули, но прорыв еще не завершен. Хотя источник света, он уже как бы есть. То есть у вас есть вся сила и энергия для того, чтобы воплотить задуманное. Вот, и в контексте иллюзий вам будет казаться, что и этой материи вам хватит. А на самом деле нет. На самом деле пока, да, конечно же, в ничто есть все. И если так посмотреть, то ничто открывает очень-очень много дорог. Но из ничто все эти дороги надо извлечь. Надо как минимум в него вглядеться и себя осознать и с собой разобраться. Так, хорошо. Давайте посмотрим. Правду о вас, истину о вас. Какие вы? Правда о вас вот какая. Вы сливаетесь с другими людьми. Вот правда сливаетесь. Вот партнерство очень легко строится. Очень легко строится партнерство. Семья точно так же. Очень легко сходитесь с людьми, но они вас как-то истощают. То есть вы им очень-очень многое даете. И несмотря на то, что вы им вот много даете, за вами все равно остается определенная вот пассивность. Да, кстати, тут по этой карте будут проигрываться очень красивые девочки. Очень красивые, такие женственные, такие форменные. В общем, прекрасные. Вот, но немножко пассивные. Вот они вроде как построили отношения, построили партнерство, и партнер их истощает, и им это дается немножко сложнее, чем другим. То есть у вас это есть, оно от природы, но такое впечатление, что вы строите партнерство вот как по заученным правилам, то есть есть какой-то алгоритм, как вы это делаете. И что самое важное, это то, что это партнерство нужно не всем людям и не со всеми людьми подряд, его нужно строить. Вот, а вы это делаете и даете возможность этим людей влиять на вас и на вашу энергию. То есть тут надо немножечко уметь подзакрываться, и лишнее сбрасывать, то есть смывать себя. Так, хорошо. Какие ошибки вы совершаете и как они будут отражаться на вашей душе? Куда бы я ни пошел, я везде беру с собой себя. Вот так и называется. Куда бы вы ни пошли, вы везде будете... Куда бы вы ни пошли, вы на любую дорогу, куда бы вы ни стали, в отношениях, на работе, не знаю, в путешествие поехали, вы везде будете жить в каком-то иллюзорном мире, который вы себе будете строить, и будете еще испытывать чувство вины. Я хочу понять, откуда оно у нас, это чувство вины. Откуда оно у нас? Так, был какой-то выбор. Возможно, связан с профессией, где надо было проявить себя. И
А вы что? А вы пытались выехать на каких-то мужских энергиях, причем очень огненных, очень ярких. Пытались выбрать, выехать вот так, но при этом сами были в апатии. То есть там не было столько энергии, чтобы была возможность решить эту проблему. И что теперь? Так, хочу другую колоду. На бытовом уровне покажи, пожалуйста, что теперь? Из-за чего чувство вины? Что там происходит? Привлекаю к себе очень много внимания. Привлекаю к себе очень много внимания, много работаю. Вот, но чувствую виноватым, что я все равно как бы не настолько интересен окружающим, как я хотел. И это никак не закончится. Вот вроде как оно должно закончиться, и после этого вы войдете в умеренность. Ну, то есть переродиться надо, грубо говоря. От себя, от этого чувства вины надо отпустить. А почему вы себя от него не отпускаете? Так, боже, тут все сегодня выпадает. Почему вы себя не отпускаете от этого чувства вины? Слушайте, такое впечатление, что здесь у кого-то то ли дружба рассыпалась, то ли отношения с какими-то близкими людьми посыпались. Ой, как у меня вот карты загорелись. Посыпались отношения, нет возможности исправить, и вы словно в лабиринтах блуждаете, думаете, как мне с этим разобраться. Угу. Двери-то закрылись у нас. Двери закрылись, а надо, чтобы открылись. Кстати, очень возможно, что с сестрами поругались, или там из семьи кто-то. Не оправдали надежды, теперь себя так чувствуете. Окей, ну, понятно. Винить вас за это смысла нет, вы и так с чувством вины живете, но от него нужно избавляться. Так, давайте посмотрим. Что нужно исправить, чтобы достичь гармонии? Вот если единичками я говорила, что им ношу надо сбросить, то здесь вам вашу надо принять. Здесь вот надо войти просто в нужную колею. То есть выбрать самый светлый процесс, который происходит в вашей голове, самую светлую дорогу, которую вы себе наметили, и вот по ней идти. Вот, плыть по течению в ней постепенно пробираясь, так по чуть-чуть. Здесь нужно со своей ношей, ну, как бы слиться, чтобы вы не чувствовали, насколько она тяжелая. Потому что ваша ноша на самом деле, она не совсем связана с людьми, которые там у вас на шее сидят, и не с задачами по работе. У вас ноша гораздо глубже и сильнее. Тут может быть такое, что вы со временем откроете в себе потенциал помощи людям. Угу. И эта ноша, она очень тяжелая. Не знаю, если практик смотрит, то со временем раскроется потенциал еще сильнее. Будет очень-очень помогать многим. Если смотрит не практика, а вот кто-либо другой, то вы выходите на свое предназначение. И тут предназначение в помощи определенно. Будете души исцелять, ну вот, грубо говоря. Будете помогать им, не знаю, людям там поверить в себя. Кто-то будет врачом работать, кто действительно врачом проиграется, кто-то правда проиграется как целитель. Кто-то может заниматься тем, что будет помогать в юриспруденции, не знаю, там, в полиции, где угодно. То есть здесь именно помощь людям, исцелять их от их прошлых травм. В том числе, конечно же, психологических. Может, вы по карьере будете любить людей продвигать. Вы знаете, HR, который находит место каждому. Вот примерно вот так вот. Так, хорошо.
Над чем ваша душа не властна? Над изменениями, которые происходят. То есть они уже идут, и это причиняет вам очень много боли, очень много подавленности, стресса, очень много думаете, держитесь опять-таки за то, за что уже держаться давным-давно не нужно. И самое обидное, что вас никто не ведет через этот путь. То есть вам приходится самостоятельно с ним разбираться. Но ваша душа не властна над тем, что идут перемены, и вам надо просто принять их, то есть то, что они случатся в любом случае. Куда вас выводит? Девочки, ну вас выводит-то как раз в перерождение, в открытие в себе абсолютно нового я, нового потенциала, когда вы сможете лучше контролировать процессы. Ну, тут, правда, может власти больше добавиться, может власти больше поддавается, больше свободы, то есть власти над собой, больше свободы, словно вырвались на свободу, вот будете вырываться, а уходить, конечно же, будете от пассивности, от вот этой вот вечной восприимчивости, что вам не скажи, вам плохо, и вот печали, которая вашу душу гложет. Ну, то есть тут классно, потому что здесь прям перерождение происходит, то есть вы выходите на новый уровень. Так, хочу посмотреть на этой колоде, что же там за новый уровень. Что он будет для вас значить во всех сферах жизни? Девочки, ну тут очень-очень сильная трансформация. Давайте так, я скажу лишь, что будет очень много шансов, очень много выборов. Но вот это перерождение, оно приведет к еще большей трансформации. Вот. Дальше будет идти еще одна трансформация. То есть процесс длительный, долгий. Ваша душа над этим не властна. Ничего она с этим сделать не может. Вы должны его пройти. И самое обидное, если сразу не поймете как, будете возвращаться вот и одно и то же проходить. То есть вам надо просто максимально быстро в себе разобраться, понять, где вы свернули не туда, и как бы пробираться уже наверх. Давай, наверх. Так, хорошо. В чем нужно контролировать себя? Опять же, в интенсивности остановитесь, не бегите. Сначала посмотрите, куда вы. Вы вообще куда мчитесь? Туда ли вы мчитесь? Потому что создается впечатление, что ориентиры сбиты, а вы уже так летаете ради развлечения. Летаете ради развлечения, и особенно потому, что важно перед другими еще показаться классными. Возможно, с других вот эту вот маску собираете, то есть, типа, вот надо быть достиженцем, успешные успехи, все вот эти вот дела. То есть, мчусь, а куда я мчусь, непонятно, зато мчусь. Вот примерно вот так. Что вас разрушает? Знаете, вот это вот чувство, когда собралась красиво и дома осталась. Тут, несмотря на такую внешнюю оболочку изобильной прекрасной женщины, у которой все в жизни получается, есть очень сильное внутреннее одиночество. Такое впечатление, что рядом очень мало людей, которые вас действительно понимают и поддерживают, и это вас изнутри очень сильно разрушает. Что с этим делать? Обнулять опыт опять-таки и искать других людей. То есть где-то вести себя можно глупее, не обязательно все наперед продумывать. Где-то можно рискнуть, где-то можно рисковать, где-то можно помолчать, где-то можно полениться. Главное сбрасывать маски и цепляться за новые возможности. Но, опять же, здесь трансформация идет мощнейшая, поэтому тут вас еще колбасить будет долго. Будет долго, но, тем не менее, чтобы это все ускорить, обнуляем опыт. Вот выписали все негативное, что мы о себе знали, слышали, и начинаем прорабатывать. Так, что вам необходимо отпустить? Что вам необходимо отпустить? Выбор. Вот вас сейчас разрывает, также между двумя, разрывает
между двумя позициями. Во-первых, вы постоянно себя сравниваете с другими. Это надо переставать делать, это надо отпустить. А во-вторых, вам кажется, что возможностей полно, и вы их все не хватаете. Поверьте, хватаете, все нормально. Но здесь вас перетягивает, то есть сравнивать себя и возможности. Может быть такой вариант, что открывается новая возможность, а вы за нее не беретесь, потому что вы себя с кем-то другим сравниваете. То есть если у него не получилось, то и у меня не получится. А не факт, а может и получится. Или наоборот, сравниваете и думаете, ну, такими там трудом праведным не наживешь палат каменных и так далее, и так далее, и так далее. Вот, поэтому да, поэтому то, что нужно отпустить, это вот свою шизу, то, что вас разрывает на части, вот эти вот все внутренние конфликты. Их надо проработать. Не знаю, прорабатывайте либо духовно, либо в медитации открываете себе, выписываете, ведите дневники. Не знаю, может, к психотерапевту просто сходите и проработайте это все. Ну, то есть тут надо очень-очень хорошенечко поработать с вашей душой. Так, троечки, вот такой у нас получился расклад. Спасибо, что смотрели. Если расклад вам понравился, поддержите меня, пожалуйста, лайком и подпиской. Пишите в комментариях о том, на какие темы расклада вы хотели бы увидеть, чтобы я планировала в будущем эти расклады для вас. Спасибо еще раз, что смотрели. До скорой встречи на канале Явь Таро.